Слушай. Кто такая? А я кто такая? А я Юлия Цветкова. Юлия Цветкова, которая рисовала красивые картинки. Ну, вы попали на войну, ребят, мы так живем. Юлина дело, оно так сильно выбивает из этих обычных, что вообще непонятно, кому оно нужно, ну, в полиции. Город, который абсолютно не воспринимает ничего нового. Все вопросы были заостренны на ЛГБТ. Спасибо нашим властям. Они просветили наших детей, что такое ЛГБТ. Юлия Владимировна, пройдемте. Все, конец. Привет, друзья! Это наш новый формат спецрепортажа на канале «Редакция». Мы хотим освещать больше тем, хотим, чтобы у нас было больше авторов. Сегодня репортаж про Юлию Цветкову из Комсомольска-на-Амуре, которой грозит 6 лет за рисунки в интернете. Всем привет! Мы в Комсомольске-на-Амуре, бывшей криминальной столице Дальнего Востока, городе крупных предприятий, многие из которых сейчас простаивают без дела. Здесь живет Юля Цветкова, ЛГБТ-активистка, феминистка, режиссер и художница, которой грозит 6 лет лишения свободы по статье о порнографии. Об этом деле много говорят в Москве. Юля дала несколько интервью по скайпу. Нам же показалось, что о ней нужно рассказывать отсюда, потому что этот город и его реалии – важная часть всей этой истории. Юля, у тебя есть какая-то метафора для этого города? С чем он ассоциируется для тебя? В последнее время ассоциируется с зоной, с тюрьмой какой-то, потому что, ну, по понятным причинам, да, я не могу отсюда уехать. Он достаточно серый, достаточно мрачный. И здесь очень много колючей проволоки. Мы в какой-то момент ходили, там, фотали, колючку и смеялись, что, как бы, вот оно уже рядом. Юля живет здесь с мамой, Анной Ходыревой. У нее в Комсомольске своя студия альтернативного образования для детей, где очень долго работала и сама Юля. Погружение в их теперешнюю жизнь оказалось для нас стремительным. Интервью с Юлиной мамой прервал очень странный визит. Здесь город молчания. Здесь край света, и когда тебя давят, ты давишься. Здесь очень редко кто восстает. Вся история закрутилась. Здравствуйте. Это кто? Лаврентьев. Я не знаю, кто такой Лаврентьев. А что вы снимаете? А что у вас происходит? А почему вы снимаете? Почему вы без маски? А вы кто? Я хозяйка. Хозяйка? А вы кто? Меня зовут Лена, я журналист из Москвы. В смысле, а как понять? Вы традиционная ориентация, но какое-то имеет значение. Кто такая? А я кто такая? А я Юлия Цветкова, а вы кто? А у нас разговор, да, заходит вот так вот по кругу, да, прекрасным образом. Именно так, очень известный, очень блогер. Вы не ответили, а вы пришли ко мне в кабинет. Это наш кабинет. Уходите отсюда быстро. Мы так и не поняли, кем был этот человек. Он сказал, что он от Лаврентьева. А Лаврентьев – это пресс-секретарь из городской администрации. Я общалась с Иваном Лаврентьевым в Москве, когда готовилась к командировке. Он обещал мне помочь организовать интервью с кем-то из местных чиновников. Давайте сейчас я при вас позвоню Лаврентьеву, пожалуйста. Давайте я отменяю урок сегодня. Я не хочу. Ну, давайте. Конечно. Так я могу же с петличкой ходить? Только не включай, пожалуйста, ничего, Саш. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Викторович. Это Лена. Я вам писала и звонила из Москвы. Мы вот приехали в город, брали интервью у Анны вот в ее студии здесь, в городе. И тут зашел человек, который сказал, что он от Лаврентьева, начал нас снимать на телефон. В общем, какой-то строгий парень. И я, честно говоря, немножечко не по себе сейчас. Я к вам никого не послал. Правда? То есть это какой-то непонятный человек, да? Можно не переживать, да? Да. Мы
были разговоры, да, или наоборот, можете переживать по нашему уговору. Я поговорил с Тамарой Геннадьевной. Она, к сожалению, завтра не сможет, но вместо нее будет наш начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Александрович Заплутаев. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, до свидания. Ну, вы попали на войну, ребят, мы так живем. Понятно? Я в шоке. Они пришли на вас, ребята. Они пришли на вас. Первый тревожный звоночек был, когда меня вызвали первый раз после лекции про ГУЛАГ, который мы проводили здесь, на которые приходили как раз-таки вот такие же вот сотрудники администрации, как наш сегодняшний гость. Тоже задавали странные вопросы, но уже сам факт того, что они приходили, о многом говорит. Второй раз меня вызвали после антивоенной лекции антивоенного кино. У полиции поменялись вопросы. У них поменялись вопросы. Опять только потом я поняла, что, например, вот в тот момент открыли дело. Вот прям в тот момент. Я уехала отсюда по делам в Москву, в Питер. Я провела там почти месяц. Там был очень крутой активистский движ. И вот я возвращаюсь из Питера. В 6 утра поезд приезжает. Я выхожу на вокзале. И там вот 3 дядечки в форме, без формы, очень похожие вот на нашего гостя. По посылу такому. И они такие: Юлия Владимировна, пройдемте. Все, конец. Статья была выбрана очень грамотно. Вот именно в этом плане, что она напугала и оттолкнула огромное количество людей. И это крест такой, то есть, условно, например, там, несмотря на то, что моя статья, она никак не связана с детьми, например, условно ее несут как то, что я там мучила детей. Здесь нельзя сказать, что они не знали, чем я занимаюсь. Здесь нельзя сказать, что они не знали мою позицию. Они знали, я ее озвучила, да, то есть, что феминизм, там, он про то-то, а это про это, а ЛГБТ там в театре нет, он условно. И то, что уже после этого они пошли с административками, уголовками, это, мне кажется, о многом говорит. Я знаю, что обыск был очень таким травмирующим событием вообще в твоей жизни. Отчасти поэтому мы пишем интервью сейчас не у тебя дома, а здесь. Да, именно потому так. Что теперь трудно принимать людей, да? Домой мне трудно принимать людей по 2 причинам. Одна из них — это угрозы. Вторая — это, действительно, вся хрень, которая была с обыском. Более того, то есть, ладно бы сам обыск, если бы он проходил по закону, да, и все как надо, а не когда, например, сотрудники снимают на телефоны вот так вот, как знаете, как в музее или где-то мою квартиру, не знаю, грубо говоря, там, мое нижнее белье, да, там, а потом сливают это в сеть. Почему бы нет? Можно же, да, Цветкова же страшная, почему бы не слить видео ее квартиры в сеть? Дальше это видео начинает гулять по гомофобным пабликам, дальше гомофобные паблики смакуют, какая я ужасная женщина, вообще мерзкая, меня надо убить только за то, что у меня там в квартире, я не знаю, не евроремонт. Юля не имеет права разглашать детали своего уголовного дела. Например, по информации ОВД-Инфо, заведено оно из-за паблика «Монологи вагины». Он назван в честь одноименной книги. В нем Юля выкладывала изображение женского полового органа. И в описании было сказано, что эта группа нужна для того, чтобы снять стигму с женской физиологии. Интересно, что дело заведено не по заявлению кого-то из местных, а по доносу открытого гомофоба из Петербурга Тимура Булатова. Собираюсь идти на охоту на гея. Это удивительная история, как человек из ничего может сделать иллюзию того, что он что-то из себя представляет, что-то делает, что-то значит. То есть на самом деле, поначалу было немножко страшно, потому что он такой там: я вообще работаю с полицией, сотрудничаю с ФСБ. Мы такие: вот наверняка у него какие-нибудь связи, там, ла-ла-ла. Плотное изучение его деятельности показало, что там нет ничего. То есть человек пустышка абсолютная. Это дело, которое выбивается из обычных дел.
обычные дела — это кражи, не знаю, грабежи и так далее. Это дела, которых очень много. Следователи, оперативники и там другие работники, дознаватели, они все переполнены этой работой. С Катей мы познакомились в Москве, но раньше она жила в Комсомольске-на-Амуре, и у нее очень интересная история. Она отучилась где-то около года назад в Академии МВД в Питере, вернулась к себе в родной город и стала работать судебным экспертом в полиции Комсомольска. К этому моменту она уже знала Юлю Цветкову и оказалась буквально между двух огней. Живая библиотека — это такое мероприятие, куда Юля звала людей интересных профессий, которые давали лекции о том, как они работают. И она позвала меня как представителя профессии полицейской рассказать о том, чем занимаюсь я. В основном у Юли была задача снять стигму с полиции, вот этого плохого отношения людей к полицейским, и узнать, собственно, чем мы живем. На следующий день после этого интервью мне позвонил мой начальник с вопросом, где я была и чем занималась предыдущим вечером. И начали задавать мне вопросы о том, как я отношусь к ЛГБТ-сообществу, о том, как я отношусь к ЛГБТ-пропаганде. Мне сказали, что Юля, заказ Госдепа, о том, что ее проплачивают с Запада. Вот такие вещи какие-то мне задвигали. Я уже тогда понимала, что это уже вообще переходит все рамки. Я сидела, дрожала от страха и не понимала, что мне вообще говорить и что от меня хотят. Вот. Тогда мне сказали, что Екатерина, возможно, возникнут проблемы какие-то на работе. Но вы же этого не хотите, да? Вы не должны сообщать Юле об этом разговоре. Возможно, вы нам понадобитесь для того, чтобы потом узнавать какие-то вещи о Юле, чтобы вы с ней продолжили общаться и так далее. На тот момент я сразу сказала, что вообще-то меня такие предложения не интересуют, и я не хочу дружить против кого-то абсолютно, ни в той, ни в другой стороне играть. Я бы хотела, чтобы меня вообще оставили в покое. Когда случилась эта ситуация, я поняла, что она стала таким катализатором или просто, каким-то важным толчком о том, что нужно делать быстрее ноги из полиции, потому что мне это вообще не подходит, и я не хочу оставаться там. То есть система, она не трогает тебя до тех пор, пока ты не высовываешься. Наш город старается выглядеть, так сказать, прогрессивным, но у него не получается. Застрявший в прошлом, причем в таком не самом благополучном прошлом, как раз в 90-х. Город, который абсолютно не воспринимает ничего нового, ни о каком развитии здесь в принципе речи быть не может, пока не изменятся люди. Люди как раз это составляющая города. Они все какие-то на постоянном негативе, если так можно выразиться. Они очень консервативные, и когда появляется кто-то, кто готов к переменам, который готов их привнести в этот город, они воспринимают все это в штыки и готовы просто заколоть на месте. Здесь жило несколько воров в законе. Ну, их постепенно, полиция, она и законными, незаконными методами как-то изничтожила. То есть сейчас это уже не криминальная столица? Уровень криминогенности не выше, чем везде, наверное. Но раньше в чем был прикол ситуации? В том, что, допустим, обворовывали массово квартиры. И люди шли за помощью не в милицию, а именно к ворам. Потому что воры сами украли, сами быстрее найдут, как говорится. То бишь властью в городе, наверное, были все-таки воры именно. И сращенная власть воров и чиновников, это, конечно, страшно. И эти люди, воров-то посадили, чиновники на свободе. А какова позиция местной администрации? Что-то знаете по поводу этого? Они стараются не затрагивать это дело, не упоминать, потому что всем этим занимаются правоохранительные органы. Это тот паблик, у которого на самом деле не было особо ни цели, ни идеи, большой, такой глобальный, за которую можно говорить, вставать и говорить, моя идея такая-то.
Он для меня был больше для души, что ли. Прочла пьесу «Монологи вагины». Мне это очень сильно откликнулось на уровне пережитого мной насилия. И дальше, то есть, сошлось. Мне очень интересно, это всегда интересно, как, например, разные художники рисуют один и тот же объект по-разному. Да? И здесь это еще включает такую определенную политическую подоплеку. То есть, в принципе, все феминистское искусство, оно политическое. И это красиво, это какой-то момент эмпауэрмента. Ну, то есть тут очень много сошлось, и он не был... Ну, то есть я бы его вела, там, не знаю, на 5 подписчиц, на 20. Сейчас там 2000, но только паблик, да, я не веду опять по определенным причинам. Почему тебе кажется важно говорить о телесности? Я не всегда знаю, как это объяснить тем, кто это жестко отрицает, например. Потому что я это прекрасно понимаю. Потому что, например, если бы мне в мои, там, не знаю, 22-23 сказали бы про бодипозитив, я бы сказала: господи, что за бред. Ну, то есть, мне кажется, это какая-то штука, к которой надо, ну, как бы надо прийти, если тебе захочется. Если не захочется, зачем? Да? То есть это вот что-то, что вот как раз вообще не вижу смысла кому-то насаждать. Ну, то есть, опять-таки, отталкиваясь от принципа, что наше тело — наше дело. Для Юли и ее мамы эта история началась не в ноябре прошлого года, когда активистку задержали, и об этом стали писать все в интернете, а 1,5 года назад, когда проблемы появились у Юлиного театра «Балагана Мэрок». Цветкова вместе с детьми из студии занималась антивоенными постановками. Они делали спектакли про буллинг, взросление, гендерные стереотипы и даже организовали фестиваль «Цвет шафрана». И все было хорошо, пока постановками не заинтересовались в полиции, а у мэрии не возникли вопросы к спектаклю «Розовые и голубые». Я жила в Новой Зеландии, и там смотрела спектакли театра «Глобус». «Глобус» шекспировский, он выезжает в разные страны мира и там делает, как бы собирает тамошнюю труппу. И я впервые поняла, каким театром я хочу заниматься. И дальше я вдруг, глядя вот на этих детей, которые, они, ну, подобрались они так, или они реально вот, может быть, все дети такие действительно одаренные, классные, я подумала, почему нет? Был первый спектакль. Ну, «Весна священная» мы ставили. На музыку балета, да? «Весна священная». Да, «Весна священная» музыка с балета. И, получается, эта постановка была как старт, можно сказать, официальному Мэроку, но Мэрок существовал и раньше. По сути, с «Весны священной» у нас придумалось название. Вот. Мы хотели провести фестиваль. Фестиваль вызвал очень много вопросов у местной администрации, вопросов, которые лично в мое инфополе не могли прийти. Например, что такое личность, да, или почему дети не могут говорить о мире, да, о том, что война — это не ок, и мы все за дружбу и за любовь. Еще например. Что? Ну, про чертовых розовых и голубых. Просто уже вот... Его не запретили. Видите, они очень хитрые. Они вам запретили нас снимать? Нет. Но они вас напугали? Да. Все. Да. Ну, то есть, смотрите, то есть нам не сказали: не показывайте постановку, или переименуйте спектакль, или нельзя трогать эту тему. Нам сказали: ваше помещение занято, и для вас будет занято всегда. Дальше мы ищем независимое помещение, через месяц даем анонс. Мы даем анонс в понедельник, там, не знаю, в 8 утра, а днем к детям идут в школу с полицией. Вам не кажется это очень интересно? Я помню, когда она пришла с занятий от Анны Леонидовны, и такие глаза круглые. Мам, так приходила полиция к детям в школу и давали вопросы по поводу Юли, театра Мэрок. Вот, в глазах жуткий страх и ужас, конечно. Ну, они спрашивали про ЛГБТ, вот, и, в общем, задавали вопросы, там, рассказывала ли Юля про ЛГБТ детям, были ли у нас такие смолтоки и лекции вообще на эту тему.
Вот. Как вы узнали про ЛГБТ? Вообще все вопросы были заостренные на ЛГБТ. Сказать было нечего. Ну, потому что мы такие вопросы не обсуждали, и такие темы у нас не поднимались. И Юля была от нас, дистанцирована в плане своей активистской деятельности. Спасибо нашим властям, не знаю, кому там, ФСБ, там, милиции, полиции, там, администрации. Они просветили наших детей, что такое ЛГБТ, потому что они этого не знали. Нам пришлось их всех собрать, весь театр собрать, и нам пришлось им объяснить, почему нельзя рисовать им теперь радугу, потому что какой-то там, я извиняюсь, немножко нездоровый человек написал жалобы, и эти жалобы очень рьяно стали власти расследовать, что тоже, прям мне до сих пор странный. Фестиваль мы провели тайно, но это уже можно рассказать, потому что видео есть в сети. Вот. Мы пригласили только своих родителей детей и репортеров, журналистов. Вот. И показали спектакль у себя в студии. Голубые, розовые, посмотрели. Муж говорит, я не понял, а где здесь крамола? Я говорю, вот в названии, он говорит, в смысле в названии? Я говорю, не знаю. Мы-то предполагали, что это название гендерных цветов. Розовые забирают в пеленках розовых девочку из роддома, голубых мальчиков. Все. Это все, что мы имели в виду. Причем название дал мальчик из театра, маленький мальчик. Он говорит, а давайте его так назовем. А у него недавно родился братик, и братика забрали во всем голубом. Вот и он подумал, что это же прикольно, вот девочка в розовом, мальчик в голубом. И мы даже не имели понятия, что именно это название в чьих-то воспаленных умах вызовет такую ассоциацию нездоровую, и что запретят показывать этот спектакль. Вот правда. Спектакль просто о гендерных стереотипах, о том, что, девочки должны быть вот такими, мальчики должны быть вот такими. Я девочка, и я хочу стать балериной. Я мальчик, и я хорошо разбираюсь в математике. Я девочка, и я хочу стать домохозяйкой. Спектакль заканчивается тем, что каждый ребенок выходит и говорит, я девочка, я люблю, заниматься, карате, ездить на роликах, и я хочу этим заниматься, и я буду этим заниматься, потому что я личность. В первую очередь, я личность. Все. Открытых гомофобов у нас полно. Вот я лично, как владелец крупного сообщества, слежу же за комментариями, и стоит мне опубликовать какой-нибудь пост, который касается как раз Юлии Цветковой или ее дела, то люди воспринимают ее просто в штыки. Они опускаются, они начинают соревноваться в оскорблениях даже. Кто лучше придумает для нее экзекуцию какую-нибудь такую более изощренную и прочее. Я не понимаю, что с людьми происходит. Они не могут адекватно воспринимать ситуацию, пропускать через себя, вообще даже банально читать. Просто так сказали нам ненавидеть людей определенные, группы, мы ненавидим, вот и все. И когда это случилось, люди не разбираются даже на самом деле, что случилось. Мы снимаем выпуск про Юлю Цветкову. Что-нибудь слышали? Вроде как, в смысле, в соцсетях постоянно что-то появляется. К сексуальным меньшинствам, к ЛГБТ. Люди как вообще относятся? У нас всегда не было их, и не знаю, наверное, все против, скорее, так. Потому что, город такой, только недавно, считай, отошли от всего криминального, и, соответственно, так получается, что пока еще не готовы, наверное. Не вижу смысла ее сажать, просто за то, что человек как-то выражает свои мысли за счет того, что рисует. Это очень тупо на самом деле. А как ты думаешь, почему возникла такая вообще проблема? Скорее всего, из-за правительства, так как они, недавно поправки все-таки в Конституцию ввели, что там браки, не браки, насчет геев, не геев, эти тупые ролики. Само правительство против этого. Я считаю, что если твое творчество не нравится людям, зачем ты лезешь на рожон? Зачем? Но если ты получаешь по голове за это, то, значит, ты получаешь за дело. Юля Цветкова, которая рисовала красивые картинки про настоящее тело, про людей. Да, знаю. Что вы думаете про это дело и про нее? Я думаю, она молодец. И все. А все, которые
ее пытаются гнобить, это идиоты. Нет, извините, это полные идиоты. Полные идиоты, потому что ну, так нельзя. Ведь люди хотят высказывать свое мнение. Потоки хейта и агрессии сыпятся на Юлю и ее маму не только из соцсетей. Анна постоянно получает сообщения с угрозами. Ей названивают по ночам, пытаясь как-то запугать. Они не раз обращались в полицию, но пока безрезультатно. Но у Юли есть и очень много сторонников из самых разных стран. И в России тоже. Здесь запустили медиастрайк за Юлю. А 27 июня в Москве прошла серия одиночных пикетов. Вышли очень много ее сторонников с плакатами. И одну из активисток, Анастасию Резюк, арестовали на 20 суток. Бесит их больше всего что? Что она не ломается. Что она не сломалась, она не отказалась, она ни от чего не отказалась, от своих идей, ни от чего абсолютно. Они хотят наказать в пример, да, поставить, в пример сделать вот такой вот суд, чтобы другие боялись и чтобы отказались от своей деятельности как активисты, как феминистки, девчонки, да, которые занимаются в этом движении. Юля немножко, она всегда выглядела эпатажно, всегда. И я вот в школе, она была школьницей, я помню, она ходила, у нее был такой рюкзак с шипами, короткие брючки, какие-то дреды она себе заплетала. Ну, то есть немножко такое для нашего рабочего провинциального городка. Вот в Питере, в Москве на нее вообще никто не обратил внимания. Я думаю, что Юля одна вот из таких вот прям уникальных людей в Комсомольске, занимающихся всем подряд. И с такой отверженностью, с такой добротой и теплом. Вот Юля и ее мама. Меня пугает, как легко к этому можно привыкнуть. И что, ну, условно, там, что я одна, что у меня нет большой поддержки, что у меня нет друзей, что, я не знаю, какой-то такой вечный режим выживания. А когда я хотела, ну вот уже прям все реально уезжать, по сути, вернулась сюда за вещами, все, меня арестовали. То есть здесь вот получилось вот прям такое, ну, видимо, тоже не случайно, что-то в этом, какое-то провидение какое-то, может быть, есть, не знаю. Эта история еще и про какую-то фатальную несовместимость человека и места. Юля не подходит городу, город не подходит Юле, и она надеется, что он ее отпустит, и она отправится туда, где наконец-то станет своей.